Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Укладка ламината на пол. Профессиональные советы. Капитальный ремонт помещения требует обновления напольного покрытия. Многие выбирают ламинат как наиболее современный материал, который при качественной укладке выглядит эффектно и позволяет преобразить интерьер. Работая с данным материалом, мы получаем в короткие сроки практичный и привлекательный пол. Если вы выбрали для отделки пола ламинат, следует заметить, что с его монтажом вполне можно справиться самостоятельно. Рассмотрим все нюансы укладки ламината своими руками. Особенности ламинатного напольного покрытия. Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья. Ламинат любит теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура 15-35 градусов. В иных условиях, если вы не используете специальные модели материала, срок службы покрытия значительно сокращается. Ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри. Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно подготовить базовый пол. Для ламината он должен быть ровным, с уклонами на каждые 2 метра не менее 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков, перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия. В качестве пола может служить бетонная стяжка, старый деревянный паркет, деревянный пол из фанеры или ДВП. Для ламинированного напольного покрытия это несущественно, главное, чтобы основание было ровным. Если вы решили установить систему отопления теплый пол, следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдержать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределить тепло равномерно по всей его площади. Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки. Материалы для укладки пола из ламината. Технологический монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается подложка и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, то есть без закрепления панелей к основанию. Виды подложки зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиуретана. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный 200 микрометров или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладывается ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок. Для монтажа покрытия вам потребуются следующие материалы. Ламинат. Подложка – самый экономичный вспененный полиэтилен. Гидроизоляция для бетонного пола – полиэтилен или мембрана. Грунтовка. Клинья для технологических зазоров. Плинтус. Крепление для плинтуса. Клей для стыков. Широкий скотч для скрепления подложки. Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить расчет необходимого количества. Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать. Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади, и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала. В-третьих, в процессе монтажа имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и тому подобное. Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала. У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки
с материалом на 1,9 и 2,4 квадратных метра. Подложка бывает толщиной от 2 до 5 мм. Выбор зависит от качества базового пола. Чем меньше перепады высоты базового пола, тем тоньше можно брать подложку. Наиболее популярна толщина 3 мм. Для соблюдения температурного зазора от стен помещения потребуются клинья. Их можно приобрести в магазине вместе с ламинатом. Они стоят недорого, и их приобретение не окажет сильного влияния на бюджет. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать клинья самостоятельно из кусков самого ламината, гипсокартона или из деревянных колышков. Главное, чтобы их толщина варьировалась от 5 до 15 мм, что позволит использовать разные клинья для сглаживания неровностей стен и выступов помещения при укладке. При работе с ламинатом клей используется в тех случаях, где нет сцепления между кромками панелей и для дополнительной герметизации стыков. Приклеивать сами ламели к полу не следует. Для того, чтобы выполнить монтаж пола, нам понадобится следующий инструмент – молоток. Деревянный брусок и скоба для подбоя финальных панелей часто продаются в наборе с клиньями. Электролобзик или ножовка, рулетка, строительный нож, строительный уголок, карандаш. После того, как вы приобрели все нужные материалы и инструменты, оставьте на 2 дня упаковки с ламинатом в помещении, в котором вы планируете перестелить пол. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к климатическим условиям и приобрел максимальную прочность именно для условий дальнейшей эксплуатации. Этот этап обязательный при укладке ламината. По истечении вышеуказанного времени можно начинать работы. Рассмотрим, как правильно смонтировать ламинат на пол, учитывая все нюансы процесса. Процесс укладки ламинатного пола. Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком. Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала внахлёст 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается. Сразу приступаем к следующему этапу. Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината. Второй способ может сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы. Это важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и склеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались. Нюанс. Если приобретенный вами ламинат уже оснащен звукоизолирующим слоем, от подложки из вспененного полиэтилена можно отказаться. Ламинат данного типа кладут прямо на пол базу и используют гидроизоляционное покрытие, если пол бетонный. Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50% длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого. Конструктивно каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так. Укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерного щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения. Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна.
Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Положите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединить по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора. Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия. Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать их панели ряда между собой, затем нужно приподнять весь ряд и завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились неплотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по всему бруску молотком, чтобы замки прочно зашли в сцепление и щель между рядами пропала. По аналогии собирается весь пол. В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом. Переворачиваем панель ламината справа налево, не вверх ногами. Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда. На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели. Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке. Переворачиваем панель обратно и монтируем последние панели ряда. В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующее отверстие согласно размеру, предварительно сделав разметку. Укладка ламината по диагонали. Альтернативой простой прямой укладки является диагональная схема. Укладка ламината по диагонали позволяет создать эффект визуального увеличения пространства. Такой трюк даст возможность использовать неограниченное количество дизайнерских решений в интерьере. Недостатком этого способа принято считать большой расход материала на 8-10%, больше, чем при стандартной прямой схеме настила. Все этапы подготовки пола и техника настила подложки аналогичны прямой укладке ламинатных панелей. Но технология диагональной укладки имеет свои особенности. Выбираем угол около окна. Лучше начать с той стороны, где есть трубы или сложные участки интерьера. Так нам проще будет подрезать и установить панели ламината. Протягиваем от этого угла леску под углом 45 градусов к противоположной стене помещения. В процессе монтажа ламелей эта леска будет служить вам ориентиром. Первую панель ламината подрезаем под углом 45 градусов и монтируем ее обрезанной стороной к стене, не забыв подложить клинья. Угол диагональной укладки можно сделать из 35-40 градусов, но делать его меньше 30 градусов настоятельно не рекомендуется, так как поверхность будет смотреться некрасиво, создается визуальный эффект кривого пола. Последующие ряды укладываются из расчета, что стыки панелей нового ряда будет находиться около центра или с отступом 15-20 см от края предыдущего ряда. Собранные полосы ламината укладываются подрезанными краями в сторону стены. Укладываем таким способом всю площадь пола, используя в качестве ориентира леску и стыки соседних рядов ламината. Технология сбора рядов и их соединения аналогично описанной выше для прямой укладки. Совет. Сначала выкладывайте в ряды целые доски, а затем заполните участки около стен, используя остатки от подрезанных ранее панелей. Это поможет избежать эффекта скошенного пола и сэкономит вам материал. Нюансы укладки ламинатных плит. Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространство для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом для нанесения разметки, строительным уголком, строительным ножом или электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и положить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб,
Отопительные трубы. Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки. Приложив ламель на ее будущее место, устанавливаем у стены контрольный колышек. Сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу. Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой. Можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине. Отверстие делаем больше на 1–1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта. Первый: прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор между коммуникацией, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом. Второй: ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем части доски ламината поперек. В итоге получается две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую между трубой и оставшимся полом. Чтобы склеить отрезанные элементы, между собой воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу. Стеновые выступы. Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком. Для правильного заведения панели ламинат нужно подправить его замок. Для этого срежьте выступающую грань на нижней части торца доски, так как соединение будет деформировано. Смажьте клеем стыки ламината и прижмите ламели друг к другу. Особенности укладки ламината в большом помещении. Если ваше помещение имеет размер более 8 метров в длину или ширину, то следует дополнительно сделать компенсационный шов. Для этого используют специальные профили. Они монтируются между двумя незакрепленными участками ламинатных досок. Вид профиля сверху аналогичен порожку в дверном проеме. Укладка компенсационного шва необходима для избежания деформации вздутия поверхности при температурных колебаниях. Она уменьшает суммарную подвижку ламинатного пола при температурных изменениях структуры материала и не дает ему поплыть или потрескаться. Финальная часть укладки. По завершению монтажа ламинированного покрытия по всему полу и во всех сложных местах следует выступающие края подложки аккуратно подрезать и убрать. Все клинья по периметру стены. Осталось смонтировать плинтус и тем самым закрыть температурный зазор между уложенным покрытием и стеной. Установка плинтуса на ламинат. Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность. Крепление самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепится только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплекте производителем. Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие. При прокладывании проводов по плинтусу укрепляйте их в специально предназначенные для коммуникаций пазы. Недопустимо, чтобы провод западал за плинтус или в температурный зазор напольного покрытия. После монтажа плинтусов соберите весь мусор и протрите пол влажной, не мокрой тряпкой. В дальнейшем соблюдайте ряд стандартных правил по уходу за ламинатом. Не допускайте его контакта
с обильным количеством воды и следите за температурным режимом помещения. Тогда покрытие прослужит вам очень долго. Как видим, укладка ламината своими руками – процедура достаточно простая, не требующая специальных знаний и умений. Уложить современный ламинат способен даже новичок. Поэтому, соблюдая выше приведенные простые правила и следуя нашим советам, вы можете справиться с этой задачей собственноручно, без проблем. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.